Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку лидов из рекламного аккаунта Facebook в CRM-систему RemOnline. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из Facebook в другие системы. Например, в RemOnline создавать новые заказы, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Facebook. На этом этапе вам необходимо указать действие. Если вы хотите получать данные по новым лидам, выбираем действие «Загрузить лиды». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета Facebook. Далее переходим к дополнительным настройкам для того, чтобы предоставить доступ к вашим рекламным страницам. На этом этапе вы видите список рекламных страниц, к которым у вас есть доступ. Я рекомендую отметить галочкой сразу все рекламные страницы, для того, чтобы в будущем иметь возможность с ними работать. Если у вас появится доступ к новой рекламной странице, то вам нужно будет выполнить переподключение вашего аккаунта Facebook к сервису Apex Drive и отметить ее галочкой на этом этапе. На этом шаге вам необходимо оставить включенными все галочки доступа. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать рекламную страницу, по которой вы хотите получать новые лиды. Если вы хотите получать лиды по всем формам лидогенерации, оставляем «Да, подключать» все текущие и новые формы. Если вы хотите получать данные по каким-то конкретным формам, выбираем «Нет, настроить формы индивидуально» и отмечаем необходимые формы галочкой. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из лидов. Если на этом этапе реального лида нет, а находится только пример данных, вам необходимо проверить, есть ли у вас полный админ доступ к выбранной рекламной странице, а также проверить, запущена ли реклама и приходили ли по ней уже реальные лиды. Также вы можете сгенерировать тестовый лид вручную через личный кабинет Facebook. После того, как вы это сделаете или придет реальный лид, нажмите «Загрузить тестовые данные из Facebook». И когда данные появятся на этом этапе, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем RemOnline. Далее необходимо выбрать действие. Если вы хотите создавать новый заказ при каждом обращении из Facebook, кликаем «Создать заказ». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт RemOnline к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет RemOnline. Далее необходимо перейти к настройкам. Переходим в раздел API. Копируем API ключ и вставляем его в соответствующее поле в сервисе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля RemOnline для создания нового заказа. В эти поля вы можете назначить переменные из Facebook. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Также не забудьте заполнить все обязательные поля, которые отмечены красной звездочкой. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в RemOnline в качестве заказов при каждом новом лиде из Facebook. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в RemOnline».
После успешной отправки переходим в REM Online и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных REM Online успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!